Всем привет! Эта рубрика залетела просто пушечно, и я очень рад, ведь столькими крутыми фактами хочется поделиться. И не будем тянуть, а в конце ролика у нас есть для вас новогоднее пожелание. Задумывались ли вы, почему в классических комиксах и мультиках колеса слегка овальные, когда нужно показать скорость? Вы не задумывались. Кто вообще в этой вселенной мог бы додуматься, что это что-то может значить? И, между прочим, основано на реальных событиях. Что? У какого идиота были овальные колеса, спросите вы? У всех гонщиков в начале 20 века, отвечу я. Низкая скорость шторок затвора на старых фотокамерах делала уникальный эффект. Изображение быстрых объектов захватывается неравномерно, а как бы немного с опозданием. Постепенно, снизу вверх. Поэтому вся машина растягивается. Просто колеса были большие, поэтому весь акцент на них. Но в какой-то момент это перестало быть браком, а наоборот придавало ощущение драйва и скорости, что в итоге оставило отпечаток в поп-культуре. Между прочим, этот эффект никуда не ушел. Фотографы с операторами называют это rolling shutter. Суть та же. На многих цифровых камерах из-за того, что изображение как бы сканируется постепенно, мы можем увидеть вот такую картину у пропеллеров и лопастей. Или если сильно дергать камерой. Даже я могу это дома провернуть. Главное выставить нужные настройки. Выглядит потрясающе, и теперь вы знаете, почему это происходит. Также этот эффект поможет музыкантам снять крутое видео, например, в Instagram. Чё как, готовы к Новому году? Уже закупили все необходимые напитки? Если вы думаете, что вы будете плавать в море алкоголя и тусить до смерти, то забудьте нахрен. Вы никогда не сможете переплюнуть лондонский инцидент 17 октября 1814 года. Потому что люди там это делали буквально. В хранилище пивоваренного завода произошла авария, и из здания вырвалось как минимум 500 тысяч литров пивандрия. Поверьте, это только звучит здорово. На самом деле никому такого не пожелаешь. И поверь, ты бы точно такого не хотел. 4-метровая стена пива разрушила пару зданий и убила своими последствиями 8 человек, включая 4 детей. Что ж, мораль тут только одна. Алкоголь убивает. Что? А вот сейчас будет жиза. Если вы когда-то летали на самолете, то вы прекрасно знаете, каково это быть запертым в маленьком пространстве с кучей сумасшедших, орущих неадекватов, у которых к тому же еще по 15 детей на руках, и все жутко вопят. Если вы когда-нибудь это чувствовали, то следующая история вам понравится. Май 2013 года. Самолет авиакомпании American Airlines, который летел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, вдруг совершает экстренную посадку в другом городе. Что же там такого случилось на борту, что пилотам пришлось изменить маршрут? Может быть, прямо на самолет надвигалась грозовая туча? А может, какие-то технические неполадки на борту? Или что пострашнее? О да, пострашнее. На борту находилась женщина, которая с самого начала полета без остановки пела песню Уитни Хьюстон «I will always love you». Да что она себе позволяет? Ни в одну ноту не попала. Наверное, за это сотрудники полиции решили ее арестовать и вывести из самолета, заковав в наручники. Вот это, конечно, дебош. И вообще, может, эта невинная женщина настолько волновалась, что только ее любимая песня помогла ей перестать бояться перелета. Вы не подумали об этом? Ей, кстати, так и не разрешили вернуться на борт и продолжить свой полет. Хотя, может, это и к лучшему. Молодец, какой ты настоящий герой. Мы против насилия. А знаете, кто еще плохо поет, когда пьян? Птицы. Что? Исследователи дали зябликам не просто сок. Они немного его намешали с алкоголем, совсем чуть-чуть, и проверили, как изменится их пение. Внешне это никак не сказалось, им вообще норм было. Но вот их пение стало более тихим и менее организованным. Прямо как когда у людей язык заплетается, когда они пьяные. Да, разницы вы сразу можете и не услышать, но она есть. И такие эксперименты тоже проводятся. Просто держу вас в курсе. Внезапный факт про космос. Если вы сторонник того, что Земля плоская, то поздравляю.
вы победили. У вас есть весомые доказательства. Этого человека зовут Барт Сибрил, и он под разными предлогами смог встретиться со многими участниками космических программ. Знаете, как именно он разоблачил государственный заговор? Попросил их всех поклясться на Библии, что они были на Луне. Поклясться на Библии? Вау! Сложно, конечно, было бы против такого доказательства выступать. Если бы они это сделали, конечно. Все отказались, потому что поняли, что человек обманом встретился с ними. База Олдрина он вообще преследовал с этой книгой, а в итоге обозвал его лгуном и трусом, за что мгновенно получил в челюсть, кстати. Ну, чем вам не доказательство? Кучка врунов даже не могут на Библии поклясться, слабаки. База Олдрина даже не арестовали, сказали, что его спровоцировали. Могли бы и посильнее ударить. Мы все еще против насилия. Ставь лайк, если хочешь огромный видос про лунный заговор. Так, если у меня за окном нет снега, то давайте закроем глаза и медленно перенесемся в Арктику, где снега льда просто завались. Вы это не закрывайте, иначе как вы увидите то, что я представляю. Ну а нас сейчас интересуют совсем не белые сугробы, а белые медведи, которые там живут. Хотя я не знаю, можно ли называть их белыми, ведь они черные по сути. Да, их кожа черная, а вот мех тоже не белый. Он вообще никакой, у него отсутствует пигментация. А еще волосы внутри полый, не как у нас. Любой свет, который на него попадает, рассеивается. Поэтому мы можем видеть их и белыми, и желтыми, и серыми, и даже оранжевыми. Все зависит от освещения. А еще медведи могут быть зелеными. И вряд ли вы бы смогли догадаться, почему так происходит. Потому что в неволе, в зоопарках, внутри их полых волос начинают присутствовать водоросли. Что? А вообще стильно получилось. О как! Снаружи кажется белым, но внутри черный. Кажется, я понял. Да он же Эминем. Так, а вот сейчас отложите свою еду чуть-чуть в сторону. Я бы даже сказал, сильно в сторону. Часто в хоррор-фильмах можно встретить кадры, как за жертвой гоняются с бензопилой и в конечном счете догоняют. И вы сами знаете, что там происходит. Ужасно, конечно. Так не по назначению использовать инструмент. А что если по назначению? Оказалось, что первая цепная пила была сделана еще в 1830 году врачом. Для того, чтобы резать кости людей. В том числе и во время родов. Расширяли таз, потому что кесарево сечение считалось опасным в тот момент. Меня современные больницы-то пугают, а если бы я увидел такое, то сразу бы откинулся. Что? Итак, это стандартная ручка, которую вы использовали в школе или институте. Вы видите здесь инструмент для письма, а нужно видеть орудие убийства. Вы когда-нибудь задумывались, для чего вообще нужно это отверстие в колпачке? Потому что дети и подростки, которые грызут колпачки, могут их проглотить и просто задохнуться, что и происходит время от времени, да, это правда. Поэтому был введен некий стандарт для ручек, которыми может пользоваться не только взрослый человек. И это, кстати, не всегда даже может помочь. Дети все равно продолжают задыхаться, но в меньших количествах. Отучайте детей грызть ручки, это все, что я могу сказать. Нужно устранить ее совершенно без улик. Сделаю. Мороженое из Макдака? Будешь? Не, братан, эта дырка не для тебя. Когда ты засунешь туда свою голову, то твои иголки застрянут там, и ты уже не сможешь выбраться обратно. Тебе бы в Германию, там как раз дырка твоего размера. Да, в 2006 году Макдональдс изменил форму стаканчиков для этого мороженого. Но не потому, что им дизайн не понравился, и не потому, что они решили сделать что-то новенькое, а потому, что их заставило общество по защите ежиков. Дело все в том, что вот эти милашки тоже хотят чего-нибудь сладенького, поэтому они находили выброшенные стаканчики из-под мороженого, засовывали туда голову, слизывали остатки, обратно не могли вылезти и погибали. Десерты до добра не доводят, да? По крайней мере, ежиков. В итоге Макдональдс пошли навстречу и уменьшили отверстия стаканчиков. Не, ну здесь респект, что изменили. Поверьте, сразу до этого сложно додуматься. Последнее, о чем думает разработчик этих стаканчиков, так это о том, что ежики не смогут выбраться оттуда. Чего вообще? Стаканчики с маленькой дыркой вы сможете найти, например, в Германии или Великобритании, откуда и поступали жалобы. А вот, например, у нас нет. Разумеется, зачем? У нас же ежиков нет. А ты кто такой?
Мало кто знает, но йо-йо — это не относительно свежая игрушка. В йо-йо играли даже в Древней Греции, а американцы начали в это играть только в начале 20 века. Интересно, а греки умели трюкачить? Да я профессионал прям. На самом деле я первый раз держу ее в руке, это все допинг. Вы все, наверное, знаете, что в профессиональном спорте применение допингов строго запрещено. За это могут снять с соревнований и даже оштрафовать на округленькую сумму. Допинги, это такая херня по сравнению со следующей историей. Один африканский вратарь нашел безотказный способ победить. Он провел колдовской ритуал. Прям на поле. Что? Держитесь. Вот, смотрите, он что-то подкладывает прямо под штангой. Как выяснилось, соперники очень даже знают, что он сделал, поэтому один из футболистов другой команды ждет, пока вратарь будет занят чем-то другим. В крысу подходит, что-то вынимает оттуда и выкидывает нахрен. Вряд ли это была закладка. Вратарь просто в бешенстве. Но через несколько минут этот же футболист подбегает еще раз и вынимает что-то еще. А потом резко дает дёру, убегая от вратаря, который явно хочет отвесить ему подсрачник знатный. Судья за такую наглость влепил желтую карточку этому, а затем и вратарю. А вы все продолжаете ничего не понимать. Но вот что случилось после этого. Вратарю-закладчику никак не могли забить гол, но после того, как у него сперли что-то из-под штанги, ему тут же забивают и сравнивают счет. А вот что произошло. Африка очень любит футбол, а еще она очень любит колдовство и очень даже во все это верит. Вратарь подложил, так сказать, чары, чтобы ему не забили, а как только у него их своровали, то ему тут же прилетает гол. Совпадение, конечно, потрясающее. Так ненароком и поверить во все это можно. Но вообще, если честно, то колдовство на поле было запрещено в Африке с 2003 года, когда на поле встретились игроки Руанды и Уганды. Только эта история не такая веселая. Вратаря Руанды подозревали в использовании колдовства, потому что ему пробивали около 5 раз, но мячи как будто специально не хотели попадать в ворота. Да и он не особо сопротивлялся таким заявлениям. Наоборот, говорил, что у него есть некая магия джуджу, и они ее не найдут. Джуджу — это африканская магия, если вкратце, то это заколдованные амулеты. Началась драка. Сильная драка. Дрались все, в том числе и болельщики. У многих футболистов была кровь. Подключилась даже полиция. Снимков мало, но вот эти уникальные, ведь они есть только в газетном архиве. Вот так вера в магию сводит людей с ума. И это печально. Но удивляться нечему, ведь колдовство является частью культуры некоторых народов Африки. Вот они и шаманят, всегда и везде. Один шаман, например, в 2001 году сделал по заказу пуленепробиваемое зелье для бойцов. Только этому сраному Гарри Поттеру никто не сказал, что он только думает, что умеет в магию. Он начал варить какой-то адский суп, хрен пойми из чего, потом всучил им это месиво, которое у него получилось, и сказал обмазываться этой дресней аж целых 2 недели. Эффект, мол, на лицо будет. Но прошли они курс, теперь можно и проверить. 23-летний смельчак Алеобига Арибима согласился проверить на себе чудо-эффект и тут же умер от пулевого ранения. Теперь его дух летает над просторами саванны и думает: твою ж мать, что я за дебил. Давай. Вроде нормально. Но пусть ему не будет так грустно, ведь ему была присуждена премия Дарвина. Ее вручают за самую нелепую и глупую смерть. Что? У нас тут, кстати, есть еще один отважный человек, который получил эту премию. Его зовут Гарри Хой. Он работал адвокатом в юридической фирме. Помимо своих основных обязанностей, он читал студентам лекции, которые приходили в компанию на обучение. Во время этих самых лекций Гарри любил демонстрировать свой любимый трюк. Показывал, насколько же прочные стекла в их офисе на 24 этаже. Каждый раз он разбегался и со всей дури прыгал на окна, а потом отскакивал от них, как мячик-попрыгунчик. Ух ты, как весело прям! Однажды стекло не выдержало, и он прям с ним полетел вниз и разбился, понятное дело. Никто так и не узнает, зачем он прыгал на стекла. Наверное, щекотал свои нервы. Кстати, насчет щекотки. Для меня это пытка, если честно. Я готов ушатать любому, кто будет меня щекотать. Разумеется, я сделаю это непроизвольно. Я просто перестаю себя контролировать и дергаюсь. Но если вы такой же псих, как и я, есть спасение. Заклинаю вас, теперь вы не боитесь щекотки. Но для этого нужно кое-что сделать. Во время того, как вас щекочут, не стройте из себя припадочного, а соберитесь и просто возьмите этого человека за руку.
Таким образом, вы как бы проделываете то же действие, что и щекочущий, что заставляет ваш мозг думать, что вы щекочете сами себя. А как всем известно, самого себя пощекотать нельзя, ведь мозг не тупой и знает, что это действие выполняете именно вы. Проблема состоит лишь в том, чтобы схватить руку щекочущего. Вот смеху-то будет в прямом смысле, если он вас сначала заломает. А вот что не очень смешно. Штат Южная Каролина, местечко Морс-Блафф, где проживает обычная семья Грег, которая даже не подозревает, что с ней случится 11 марта 1958 года, и свидетелем чего она станет. Обычный день. Три сестры решили потусить в своем детском домике недалеко от леса. Играли и решили пойти домой к своим родителям. Это было совсем недалеко. В тот самый момент над их головами пролетал военный Боинг Стратоджет, на борту у которого была огромная 30-килотонная ядерная бомба МК-6. Загорелась красная лампочка, которая означала, что заряд закреплен недолжным образом. Один из служащих пытался найти, как ее закрепить, и как в нелепых фильмах случайно привел в действие механизм аварийного сброса бомбы. Бомба полетела вниз и... Знаете, в то время основной заряд держали в другом месте в самолете, но в самой бомбе все еще присутствовало достаточно много тротила, так что последствия были не такими, о которых вы подумали. Всего лишь остался кратер, 11-метровый дом уничтожен нахрен, а все члены семьи сильно пострадали. Жестко. Вы представьте, если бы там был основной заряд, да и вообще все последствия было бы трудно описать. Но остановимся на хорошей ноте. Никто не умер, а это место стало достопримечательностью. О как! А вы еще жалуетесь, что у вас нет снега, новогоднего настроения или украшенной елки на улицах. А вот у людей из этого городка не то чтобы праздника бы не было, а у них, в принципе, города бы не было. Вряд ли кто-то из них думал, блин, а вдруг свои на нас же ядерную бомбу сбросят? Построю-ка я бункер. Да, бывает же. Но, кстати, насчет бункера. Кто-нибудь из вас смотрел «Американского папашу»? От создателей Гриффинов, Сета Макфарлейна. Вот этого парня, я его просто обожаю. И все его работы. Юмор, который мне прям по душе. Так вот, о бункере. По мотивам сериала «Американский папаша» вышла мобильная игра, где, внимание, нужно построить подземную базу, где нужно клонировать пришельца, чтобы он противостоял другим пришельцам, которые похитили семью и самого главного героя, и их теперь нужно спасать. Звучит как минимум гениально. Добавьте туда элементы РПГ, сюжетную кампанию и увлекательный геймплей с тонной шуток, которые мы заслужили. Успей скачать по ссылке в описании до Нового года. Там потому что новогодние ивенты, новый босс, все очень красиво, и ты даже можешь получить уникального питомца. Унитаз. Гениально! Я же говорил, времени осталось мало, бегом в описании, а мы пошли подводить итоги года. Можно придумать, даже не знаю. Ой, сложно. Не буду Чё? Серьезно? Ты реально досмотрел ролик? Посмотрите, какие красавчики. Охренеть, очень круто. Ребята, спасибо большое, что посмотрели этот ролик. Мы с вами преодолели еще один год вместе. И он был очень насыщенный. Мы придумали новые форматы. Мы запустили мерч. Мы начали развивать второй канал. Ну, как развивать? Ну, там будут видео. Просто у нас нет времени. Но в новом году, я считаю, будет больше всего. То есть, что мы сделаем? Конечно, мы будем развивать новые форматы. Мы вернемся к старым форматам. Будет очень много контента. И поверьте, темы не закончатся, потому что у нас очень много всего в голове. Блин, кажется, я опять рассказал план свой. По-моему, ничего не сбудется. Перезапишем? Ладно, мы не хотим вас надолго задерживать. Бегите, отмечайте, или, может быть, вы уже отметили. Я просто не знаю, когда вы смотрите. Да, может вообще кто-то смотрит летом. Четко. Ребята, спасибо вам огромное, что вы были с нами все это время, и спасибо вновь прибывшим подписчикам. Да, вы самые лучшие, мы вас обожаем, вы это знаете. И теперь по традиции... Стаканы, стаканы! По традиции безалкогольное шампанское детское. Подождите, не могу опять, как всегда, открыть. Секундная заминка. Не смеем вас больше задерживать. Вы Говорила. еще здесь? Не уходите, пожалуйста, сейчас все будет. Минус еще один год. Минус камера сейчас будет. Входим, типа, десятилетие. Ну, по календарю. В общем, Волнительно. это самое. С наступающим, ребята. Или с Либо Новым уже годом. С Новым годом. Ей! Так, без алкогольчика побежала. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Яблочный на этот раз. О, да. Ого, ты неплох. С Новым годом вас! Да, мы, считай, с вами за столиком сидим.
Все, у нас заслуженные 3 дня отдыха, а потом мы приступаем к съемкам Top Secret. Кстати, я вам не говорил, да? Отпуск? Нет. Жек, ну подожди. Стой. Last Christmas I gave you my... Что?